Всем привет, меня зовут Владимир. В этом видео хочу показать, как перебрать карбюратор Honda VTX 1300. Причина разбора – это провалы при увеличении газа и подтекание прокладки поплывковой камеры. Начнем. Для начала перед разбором моем карбюратор, проливаем очистителем и проходим кисточкой. Можно повернуть дроссельную заслонку, пройтись там, но делать это надо аккуратно, чтобы ворсинки от кисти не попали внутрь. Начинаем разбор. Начинаем разбор с поплавковой камеры. Убираем все лишнее. Регулятор холостого хода и шланг подачи топлива. Откручиваем. Аккуратненько придерживаем пружинку. Тут пружинка и шайбочка. Болтики все одинакового размера. Можно не бояться. И не думать, что куда вкручивается. Под крышечкой находится прокладочка. Я уже ее поставил новую. Вот она. При первичном вскрытии вот такая стояла. Вся уже как пластик. Вот перед нами поплывок. Так, убираем линейку в сторону. Принцип работы такой. Ставим карбюратор в рабочее положение. То есть у нас вот так стоит. Вот от этого отвода, где у нас был шланг, поступает бензин. Наполняет камеру. И поплавок поднимается. И жмет на клапан, который перекрывает топливо. Вот в руках у меня старый клапан. Я его заменил. То есть вот носик, которым он перекрывает топливо. А с другой стороны стерженек, на который давит поплавок. Вот он подпружинен. Со временем пружинка просаживается. И поплавок поднимает уровень выше, чем нужно. Происходит перелив. Когда я первично вскрыл крышку, поплавки просто лежали. То есть пружинка на старом клапане вообще не держала даже их вес. Вот сейчас они приподняты. После замены клапана я замерил уровень поплавка. То есть я через шланг подачи топлива дул ртом и поплавком закрывал клапан. До того момента, пока шипение не перестало. И замерил от бортика корпуса до самой выпуклой части поплавка расстояние. Получилось 18,5 мм, как по мануалу. Принцип работы поплавковой камеры заключается в том, что поплавок поддерживает нужный уровень топлива, заполняя жиклеры. Через жиклер холостого хода топливо втягивается разряженным воздухом и через канал винта качества попадает в двигатель. При увеличении газа, то есть открытии дроссельной заслонки, разряжением поднимается мембрана с иглой, открывая главный жиклер. А теперь снимаем поплавок. Берем зубочистку, проталкиваем штифт в сторону. Проверяем целостность, чтобы не было никаких заусенцев, наростов, отложений. Иначе поплавок будет зависать. И снимаем поплавок вместе с клапаном. Вот у нас так он вставляется. И тут новый клапан. Продел. Снял. Проверяем целостность поплавка, чтобы в нем не было бензина. Убираем в сторону. Смотрим посадочное место клапана. Если есть грязь, все прочищаем. А теперь выкручиваем жиклеры. Начнем жиклеры холостого хода.
Также чистим очистителем, продуваем. Также посадочное место. Так, на нем. Не знаю, будет видно или нет. Пятый стоковый размер. Теперь выкручиваем главный жиклер. Также моем его. Чистим. Так, на нем тут сверху. Не знаю, видно, не видно. 195. Тоже стоковый размер. И ключом на 7, в данном случае головкой, откручиваем держатель жиклера главного, направляющей иглы. Также моем очистителем, продуваем. Также посадочное место. Здесь никаких маркировок нет. Не знаю, будет видно иглу. Вон она торчит. И собираем все назад. Все, что закручиваем, сначала наживляем пальцами, чтобы легко шло. А потом уже тянем отверткой. Тянем все не до дури. Снизу поплавковой камеры находится сливной болт с уплотнительным колечком. Выкручивать его не буду, так как колечко уже заменил. Покажу, как он выглядит на видео из первичного разбора. Разбираем ускорительный насос. В принципе, его работа заключается в том, что при повороте ручки газа, то есть открытии дроссельной заслонки, из-за разности плотности воздуха и топлива в начальный момент расход воздуха увеличивается, смесь объединяется. В этот момент насос через эту форсунку впрыскивает топливо, обогащая смесь. Раскручиваем. Но придерживаем пальцем вот эту крышку, потому что под ней мощная пружина. Болты тоже одинакового размера, поэтому здесь их не перепутаешь. Аккуратненько приподнимаем. Вот. Это пружинка и диафрагма. Я на своей обнаружил вот такие вот трещинки, не сквозные, но они есть. Это неприятно. Я заказал себе ремкомплект. Запрыскиваем во все каналы очистителем карбюратора в этой крышечке. При разборе карбюратора не пошагово, как сейчас, а если раскидать его весь, то можно перепутать эту пружинку с пружинкой отсечного клапана и поставить их неверно. Поэтому замерим длину этой пружинки. То есть это где-то 23,5 миллиметра. И диаметр 12, может чуть больше миллиметра. Ну что, теперь собираем все назад. Выкручиваем винт качества смеси.
Винт качества выкручен на определенное количество оборотов для идеального соотношения топлива и воздуха в смеси холостого хода. Если закручивать винт, то по соотношению бензина становится меньше, воздуха больше. И наоборот. Когда мотоцикл в стоковом состоянии, то этот винт выкручен плюс-минус на 2,5 оборота. Но лучше определить точно, тем более когда изменен всас и выхлоп, как у меня. Для этого надо закрутить винт, посчитав обороты, и потом смело выкрутить. Но голова винта имеет форму английской буквы D. Видно? Вот. Многие делают пропил под отвертку. Я изготовил вот такой ключик. Скоро выложу видео, как легко его изготовить. Для того, чтобы посчитать количество оборотов, ставим ключик, делаем отметочки на самом ключе, на корпусе карбюратора. Теперь начинаем считать обороты. Закручиваем. Раз. Не видно, не видно. Два. Все. У меня остановился. Сильно не давим. Делаем здесь еще меточку. То есть у меня получилось где-то 2 оборота и 1/8 оборота. И теперь смело выкручиваю. Аккуратненько вытаскиваю. Я уже тут колечко поменял. Колечко было высохшее, сплюснутое. То есть тут сначала идет пружинка, потом металлическая шайба, и сверху резиновое колечко. Можно из баллона очистителя его же крышечку напшикать очистителя и бросить замочить. Также проливаем этот канал. А теперь закручиваем. Закручиваем до конца, до упора. Сильно не жмем. Вот то, что ключик имеет такую форму, мы не ошибаемся. Опять попал я на такую риску, на свою пометку. И теперь возвращаю 2 оборота и 1/8 назад. Раз оборот. Два оборот. И 1/8. Вот с этой риски начал. И закончил вот этой риской. А когда назад возвращал, откручивал наоборот. То есть я начал с этой риски и закончил этой. Снимаем крышку клапана отсекания воздуха. Придерживаем пальцем, там мощная пружина. И откручиваем болтики. Болтики одинакового размера. Можно не бояться их перепутать. Аккуратненько. Вот так стояла пружина. А сверху крышечка. Здесь мембрана. Здесь подпружиненный клапан. Информацию по работе данного клапана на конкретно эту модель карбюратора я не нашел. Но по информации на другие модели карбюраторов, принцип работы его такой. В обычном режиме мощная пружина держит клапан открытым. При сильном разряжении, например, резком сбросе газа, когда дроссельная заслонка закрыта, а обороты двигателя еще велики, вакуум поднимает мембрану, переосилив пружину, и клапан перекрывает часть воздуха холостого хода.
приводя объединенную смесь к норме, что нормализует догорание топлива и устраняет прострелы глушителя. При первичном вскрытии данная мембрана была чуть подразбухшая. Проблемно сразу поставить ее на посадочное место. Но полежав 2 дня на воздухе, мембрана приняла изначальную форму. Теперь рассматриваем ее на целостность. Проливаем все каналы, во все дырочки. Даже сюда и в крышечку можно. Вот, надавливаем на этот шарик и запрыскиваем туда очиститель. Когда я разбирал ускорительный насос, то упомянул о том, что можно перепутать пружины. Вот как раз про эту пружинку я и говорил. Вот. Она немного больше и мощнее. Замерю ее размер. То есть в длину она примерно 29 миллиметров. Диаметр чуть больше 13 миллиметров. Теперь собираем все назад. Снимаем крышку вакуумной камеры. Болтики тут тоже все одинаковые. Придерживаем крышку. Аккуратненько открываем. Вот такая крышка. Вытаскиваем пружину. Вынимаем мембрану. При первичном вскрытии мембрана была сильно разбухшая. И было бы очень трудно поставить ее на свое место. Полежав 2 дня на воздухе, она вернула свою форму. Но на ней оказались мелкие дырочки. Пришлось заказать новую. Я обязательно сниму видео по установке новой мембраны на вакуумный поршень. Вот порез такой. Теперь снимаем иглу. Вот отверткой чуть вдавливаем и поворот по часовой стрелке. Аккуратненько вытаскиваем. Тут такая пружинка. Ну, вот она игла. У меня игла не стоковая. То есть у нее есть несколько положений для изменения вылета иглы. У стоковой всего одно положение. В общем, все чистим, моем. И вставляем все назад. И затягиваем до упора. Все. На моем мотоцикле установлен прямоток и фильтр с низким сопротивлением. Вот. С Америки он пришел уже с такой иглой. То есть игла торчит покороче, чем стоковая. То есть 39 миллиметров у меня где-то. У стока 43 миллиметра. Так. Вставляем назад все. Смотрим, чтобы игла попала в направляющую главного жиклера. Здесь ушко должно попасть в отлив на корпусе. Расправляем. Вставляем пружинку. На крышке здесь тоже выдавлено такой отливчик. И как раз вот в это место встает. Аккуратно закрываем. Наживляем. Забыл сказать, пружина у меня тоже тюнинговая, покороче и пожестче. Работа вакуумного поршня заключается в том, что при определенных оборотах создается разрежение, вакуум, вследствие чего поднимается
поршень и поднимает иглу, увеличивая проходное сечение главного жиклера, либо уменьшая его, то есть дозируя точно нужное количество топлива. Снимаем обогатитель. Обогатитель нужен для подачи большего количества топлива, когда двигатель холодный. Берем ключик на 10, подрываем. Дальше легко откручивается. Обогатитель состоит из тросика, пружины и плунжера. Часто встречается проблема, когда обогатитель до конца не закрывается, и смесь всегда обогащенная. Тогда либо растягивают вот эту пружину, либо меняют на более мощную. Тут все моем, прочищаем. Канал обогатителя проливаем очистителем тоже. И собираем все назад. И дотягиваем ключиком. В наборе прокладок были и уплотнительные колечки подогревателя карбюратора, куда подходят шланги с антифризом. Но я их уже заменил. Чтобы добраться до подогревателя, надо снять датчик положения дроссельной заслонки. Снимаем датчик. Откручиваем 2 болтика. Они одинакового размера. И снимаем датчик. Вот он как выглядит. Тут есть такая прорезь, куда вставляется вот такая пимпочка. Она выскочила. Соединительная пимпочка, скажем. Вот ее не потерять. Затем снимается вот эта пластина и открутив вот этот болтик. И выдергивается сам подогреватель. На нем 2 колечка. Я уже не буду вытаскивать, так как уже заменил колечки. Не хочу травмировать их. Так, ну ставим назад. Значит, смотрим. Надо попасть в эту прорезь. И закручиваем. По мануалу эти колечки уплотнительные надо смазать. Как показало вскрытие, причиной провала была порванная вакуумная мембрана, подтекал карбюратор из-за высохшей прокладки поплавковой камеры и обнаружен неисправный клапан поплавка. В следующих видео покажу, как снять и поставить карбюратор, как легко изготовить D-образный ключ винта качества, как установить мембрану на вакуумный поршень, и в дальнейшем будет много интересного по ремонту и обслуживанию VTX, и не только. Надеюсь, данное видео будет для кого-то полезным. Подписывайтесь на канал. Пока!